Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, Си Цзиньпинь спасает Путина. Да, Путину не придется сидеть, как крысе в своем бункере, и не придется выступать по WhatsApp через на Красной площади, да, на этой трупарне мавзолее. Вот в чем дело. Дело в том, что Си Цзиньпинь приезжает на переговоры на Москву, туда, на Россию, именно с 7 по 10 число. И понятное дело, Путин надеется, что в эти дни по такому лидеру государственному Украина не швакнет. И Путин не попадет в позор. Путин не попадет в позор, знаете, что ему придется убегать с этого самого, придется убегать вместе со всей своей шоблой с Красной площади. Представляете, вот эту беготню, как они все нарезают, драпают. Вот. Хотя, может, и придется, кто его знает, там же мы не знаем, куда дроны лететь будут. Вот. Может, придется, еще будет больше позор, если это все произойдет с Си Цзиньпинем. За компанию будет, конечно, тогда супер позорище. Да, но в любом случае Путин надеется, конечно, что его не швакнут там на мавзолее, если рядом будет стоять Си Цзиньпинь. Поэтому можно сказать, знаете, он когда-то говорил, что наши солдаты будут стоять женщины и дети, а сзади за ними стоят наши солдаты. Ну, как обычно у русских положено, да, за спиной женщин и детей. Так и Путин, вот это как чмо, будет прятаться, значит, за спиной китайского лидера, чтобы его там случайно не прихлопнул, как мухобойка, эту луз, знаете, таракана, вот, украинский дрон или поляныцы или еще что-нибудь. Короче говоря, позорище несусветное, да. Чудик оскандалился в очередной раз, хотя вроде бы нашел выход из ситуации. Кстати, еще посмотрим, что там будет, да. Но все ожидают чего-то до потрясающего. Я думаю, у нас скоплено достаточно сейчас возможностей для того, чтобы поприветствовать путерастов с победобесием. Интересно, что в Швеции, значит, правительство заявило следующее. Вот эту публику, которая выплется на бессмертный пук с портретами деды, хотя это не деды у них, это же понятное дело, что там, кого они там будут нести, это понятно, это просто демонстрация верности Сталину, Путину, Гитлеру и всей этой шобле в Швеции, в свободной стране. Так вот, министр внутренних дел заявил, что вот этих особей, которые выйдут на бессмертный пук, их просто-напросто лишат вида на жительство, если он у них есть, и отправят их туда, где этот бессмертный пук является нормой жизни. Я бы сказал, что вот даже если у них там будет автопробег или еще что-то, можно их прямо вот к финской границе через Финляндию. Я думаю, Финляндия там прицепила бы еще вот этих бессмертно-пуковцев, которые будут по Хельсинки шастать. И всех их туда, к чертовой матери, на российскую границу, пинка под зад, закрыть за ними границу, запечатать, все, к чертовой матери, чтобы духу не было. И вся история, да. Вот это было бы, конечно, идеальным вариантом. Но если, конечно, кого-то из них там лишат вида на жительство, уже замечательно. У них будет повод вернуться в Сыктывкар. Ну или в Кострому по выбору, да. И там их просто ожидают. Там замечательно, там хорошо, да. Румыния, друзья мои, в Румынии выборы сегодня. Напомню, что некоторое время назад выборы не состоялись, поскольку там шел российский шпион этот Джорджеску. И выборы были отменены. Сейчас вот сегодня выборы проходят. Значит, какая там ситуация? Ну, конечно, нам бы крайне не хотелось, чтобы повторилась ситуация с каким-то популистом типа Фицо или Орбана, чтобы у нас не появилась еще одна Венгрия под боком. Скорее всего, не появится. Объясню ситуацию. На первом, там двухтуровые выборы, на первом туре никто не наберет 50%. Никто. Но на первом месте окажется популист, правый популист, ну, что-то типа АфД германского, ну, вот такого плана, да, товарищ, вот, который выступает против помощи Украине, который сильно, я не знаю, там, сильно он любит Путина или не сильно, но судя по тому, что вся эта публика, как правило, использует путинские деньги. И второй момент, их всех поддерживает горячо, как Рубио, так и Илон Маск, уже ничего хорошего о них сказать нельзя, да. Особенно тех, кого Илон Маск поддерживает, да, это вообще. Вот, то как бы нам уже, нам кто угодно, лишь бы не вот эти ультраправые, как Украине. То есть мы же со своей колокольни на все это дело смотрим, да, кто будет продолжать помощь Украине, а кто будет, значит, вот поступать, как поступает Орбан. Вот, и по всей видимости в первом туре преимущество получит именно вот этот ультраправый, где-то 30%. Этого явно недостаточно, понятное дело.
А идущие за ним демократические лидеры, ну что значит демократические? Они, во-первых, все они проукраинские, вот, во-вторых, они за ЕС, вот, за то, чтобы Румыния была частью ЕС. Вот, но это их внутреннее дело, в это вмешиваться не хочу. Вот, для меня главное, что они проукраинские. Вот, да, такой вот момент. Они все приблизительно в отношении нас занимают плюс-минус одинаковую позицию. Они все либералы, ну, относительно. Вот, и поэтому они делят между собой, скажем так, электорат. Естественно, что когда их несколько, их там 4 человека, понятно, что силы либералов знаете, распорошены, и поэтому за счет этого на первом месте выскочит именно ультраправый вот этот. Но будет второй тур, и, естественно, практически никто из тех, кто голосует за одного из этих четверых, не проголосует за вот этого товарища. Поэтому во втором туре ну, обозреватели вообще не дают ему шансов. Поэтому ничего страшного с точки зрения нас, как Украины, я лично здесь не вижу, потому что, ну, скажем так, откуда этому товарищу взять еще 20%, не совсем понятно. Вот все, он один от ультраправых. Вот это сколько он получит сейчас, ну, плюс-минус 1-2% он то же самое получит на втором туре. Других вариантов нет. Поэтому, ну, я тут не опасаюсь каких-то... Ну, в жизни все может быть, но, скажем так, логика говорит, что но пасаран товарищ там, скорее всего, не пройдет. Вот такие вот пироги. Что у нас еще такого произошло? Да, Китай, Трамп требует от Великобритании, чтобы Великобритания и Европа, и Евросоюз не стали отстойниками для китайских товаров, потому что Китай сейчас ведет активные переговоры с Евросоюзом, а также с Великобританией о продаже своих товаров, соответственно, о снятии таможенных пошлин для европейских товаров в Китае и так далее. То есть они пытаются оптимизировать свою торговлю, а Вашингтону-то надо, чтобы Китай загнулся, грубо говоря. Вот, ну, вследствие американских санкций. И, в принципе, конечно, желание похвальное. Одно только оно, если ты хочешь действовать против Китая вместе с Евросоюзом, ты же не должен наезжать до этого на Евросоюз. Что сделал, значит, что сделал товарищ Трамп? Он что Китаю напихал по самое некуда, что Евросоюзу напихал, что даже Великобритании, которая вообще является его материнской страной, как говорится, да, для Соединенных Штатов. Он всем напихал. А потом говорит им, вы, говорит, с Китаем не договариваетесь. Я вам напихал, я вот там ваши товары погнаю, вот. Но вы с Китаем не договариваетесь, вы не улучшаете жизнь своих людей. Если бы ты, Трамп, значит, разбирался только с Китаем, а с Евросоюзом тихонечко, да, у тебя что-то там не устраивает, провел бы какие-то переговоры, ну, где-то поднял тарифы, где-то они опустили, где-то они подняли, ты опустил. Короче, вы бы пришли к чему-то нормальному, то действительно у Китая были бы проблемы. А так нет. Так ничего этого не получится. И, знаете, наехать одновременно на весь мир у одной страны, даже самой мощной, не выйдет ни в коем случае.